Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем вязать вот такие замечательные слитки. Очень простая модель, связана одним полотном на 2 спицах. В качестве узора использована резинка 2 на 2 и платочная вязка. Нет шовчика на подошве. Слитки сшиваются по заднику, стягиваются по мысику и сшиваются еще вот здесь вот по верхней части. Данную модельку можно связать абсолютно на любой размер ноги, на детский, на взрослый и даже на мужской. Модель универсальная, мужчинам она тоже подойдет, если подобрать соответствующую цветовую гамму. У меня слиток связан на размер 37-38. Как связать на другие размеры, я дальше расскажу. Для вязания я использовала вот такую пряжу Alizella на Gold Classic. 240 метров в 100 граммах. И спицы у меня 2 прямые спицы, номер 3,5. Для создания слитка нам нужно будет связать вот такое полотно, нижний и верхний край которого оформлен резиночкой 2 на 2. Высота полотна для всех размеров будет одинакова, ну плюс-минус там погрешность в сантиметр. 19 сантиметров у меня полотно. Эта величина у нас 2 высоты слитка плюс ширина подошвы. Ширина полотна зависит от того размера, на который вы вяжете. У меня полотно 22 сантиметра и размер слитка 37-38 сантиметров. Для того, чтобы рассчитать количество петель для набора, нам нужно знать свою плотность вязания и нужно знать длину стопы в сантиметрах. Например, для 37 размера длина стопы у нас идет 24 сантиметра, для 38 25. Если мы вяжем на размер ноги 37-38, значит в сантиметрах у нас по подошве должно быть 24,5 сантиметра. Перемножаем эти 24,5 сантиметра на свою плотность вязания. В данной пряже у меня это 2 петли в 1 сантиметре. 24,5 умножаем на 2, это у нас получается 49 петелек, и минус 10% мы отнимаем на растяжение полотна, так как у нас платочный узор очень хорошо тянется. 10, даже 15% можно будет отнять на растяжение. У меня получается 44 петли. Для моего размера, под мою плотность вязания, мне необходимо набрать 44 петельки. Данное количество петель подходит мне для узора резинки. Если у вас получилось другое значение, округляйте в большую или в меньшую сторону, так, чтобы количество набираемых петель было кратно 4. Итак, рассчитываем размеры под свою плотность, на свой размер ножки. И дальше мы сшиваем вот это полотно по задней части, немножечко скругляя пяточку. Тоже скругляем мысок здесь и соединяем 2 половинки на нужную нам глубину посадки слитка. Все, приступаем к работе. Набираю на 2 спицы самым обычным способом 44 петли. И далее вяжем обычную резинку 2 на 2. Первую кромочную снимаем, последнюю будем провязывать изнаночной петлей. Вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные. Две лицевые петли, 2 изнаночные. Вяжем до конца ряда. И ряд у нас заканчивается 2 лицевыми петлями и 1 кромочной петлей. Поворачиваем вязание и продолжаем резиночку 2 на 2. Вяжем петли по узору. Кромочная, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Чередуем до конца ряда. В конце ряда у нас 2 изнаночные и 1 кромочная петля. Продолжаем вязать резинку 2 на 2, примерно 3,5-4 сантиметра. Провязала 10 рядов резинкой. В сантиметрах это у меня получается 4 сантиметра. Дальше переходим мы на платочный узор. Будем вязать все петли лицевыми и в изнаночных, и в лицевых рядах.
Нам нужно полотно высотой 19 сантиметров. 4 сантиметра у нас связано резиночкой, плюс 4 сантиметра у нас будет в конце полотна симметрично. Получается, что платочным узором нам нужно будет связать 11 сантиметров высоту. Продолжаем вязание лицевыми петлями. Кромочные точно так же. Первые снимаем, последнюю провязываем изнаночной петлей. Все петельки лицевые и в лицевых, и в изнаночных рядах. Вяжем платочный узор самостоятельно дальше 11 сантиметров. Провязано 11 сантиметров платочным узором или 15 сантиметров от края вязания. Я сейчас в лицевом ряду закончу лицевой ряд и перехожу снова на резинку 2 на 2. Резиночку начинаю вязать в изнаночном ряду для того, чтобы узор был симметричным. Здесь у нас после резинки идет ряд из лицевых петелек. И чтобы на противоположной стороне была симметрия, начинаю резинку в изнаночном ряду. Довязываю лицевой ряд платочным узором. И далее перехожу на резинку. Начинаем вязать симметрично, кромочно, 2 изнаночных, 2 лицевых, то есть как на нижней части. Снимаю кромочную и вяжем резиночку 2 на 2. Начиная с изнаночных петель: 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Вяжем до конца ряда. Ряд у нас закончится 2 изнаночными и кромочной петлей. Вяжем резинкой верхнюю часть полотна, столько же рядов, сколько мы вязали внизу. У меня было связано 10 рядов. Провязала 10 рядов и закрываю все петли в изнаночном ряду. Закрываем петли следующим образом. Первую петлю снимаю, вторую провязываю изнаночной петлей и вторую петельку протягиваю через первую. Следующую петлю провязываю снова изнаночной и протягиваю ее через первую петлю. Следующие 2 петельки у нас лицевые. Вяжу лицевую и протягиваю ее через первую петлю. Снова лицевая и протягиваю через первую петельку. Далее у нас снова изнаночные петли. Вяжу изнаночную и протягиваю через первую петлю. И по такому принципу закрываем все петли. Обрезаем ниточку, оставляем кончик для того, чтобы нам выполнить вот такой вот небольшой шовчик. Это у нас будет шов по задней части слитка. Фиксируем петельку и приступаем к сшиванию. Сшивать можно любым удобным для вас способом. Я буду сшивать по лицевой стороне за вот эти вот перегородочки, которые у нас между кромочными петлями и петлями узора. Поочередно то с одной стороны, то с другой. Между 2 кромочными петельками нахожу вот эту вот перегородку и прошиваю с нижней части, с одной половинки, с другой половинки. Выполняем шов, не доходя до конца, примерно 2 сантиметров. Оставшиеся петли мы наберем и стянем по кругу. Для того, чтобы немножко скруглить пяточку, чтобы она не была угловатой.
И можно еще разочек пройтись по кругу, чтобы закрепить отверстие. Выводим иголочку на изнаночную сторону, фиксируем и прячем кончики. Задничек у нас готов. Приступаем к оформлению мыса. Отрезаем ниточку достаточной длины. Нам нужно будет стянуть вот здесь вот в носочной части, стянуть часть петель. И затем выполнить шов, ну вот примерно зашить половину вот этого полотна. Чуть меньше половинки. Поворачиваю лицевой стороной к себе. И по всем кромочным вот этой вот части, где у нас платочный узор, с лицевой стороны набираю петельки, на ниточку их нанизываю, цепляю за половиночки кромочных петелек и вот так вот змейкой набираю. Иголочку завожу то с внутренней, то с наружной стороны. Изнутри, снаружи. Изнутри, снаружи. И так нанизываю все кромочные петли платочного узора. Далее аккуратненько стягиваю петли. Полностью закрываю отверстие. Завязываю узелочек. И продолжаем шов, которым мы зашивали задник. Ниточку эту прячем, хвостик, наизнанку. И точно так же за перемычки между кромочными петлями узора. Сейчас найду первую. Поочередно то с одной, то с другой стороны дошиваем до края. Дошли до края. Шов у нас здесь поворачивается. Мы продолжаем зашивать по такому же принципу. Совмещаем лицевые и изнаночные петли, чтобы они у нас не съезжали, чтобы было красиво все. Вот так поочередно будем подцеплять петельки с одной стороны и с другой стороны. Вот у нас лицевая петля. С другой стороны лицевая первая петля. Вот так вот до самой ее краешки, за обе половинки петелек прошиваем. Идем на другую сторону. Снова берем петельку за нижние ее вот дужки. Прошиваем. Идем напротив. Вот за самую нижнюю ее часть подцепляем обе стеночки петли и прошиваем. И аналогично так по всем петелькам. Продолжаем выполнять шов до той точки подъема, на которую вы хотите. Наш следок готов. Второй вяжем точно так же. На этом у меня все. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!